В начале мая ветеринар из американского городка Брейтон Элли Томпсон опубликовал на своей странице Facebook душераздирающую историю собаки Банни, с которой ее случайно свела судьба. Трехмесячного щенка питбуля принесли к ней на прием в середине апреля. Одного взгляда было достаточно для нее, чтобы понять, у собаки столбняк. Все как по учебнику с головы до ног. Ее челюсти были плотно сжаты, так что я не могла их разжать. Ее губы скривились в классическую сардоническую усмешку. Уши стояли колом, стянув наверх кожу с мордочки. Конечности были сведены судорогой. Собаку полностью парализовала, и на ощупь она была как деревянная. Она билась в конвульсиях так сильно, что у меня болели мышцы, когда ее держала. Так Элли описывает состояние Банни. Щенку сразу же поставили капельницу и ввели мышечные релаксанты в самой высокой дозировке для ее возраста. Элли тем временем позвонила владельцу и рассказала ему о диагнозе питомца. Девушка объяснила, что несмотря на тяжесть заболевания, собака может поправиться, но это потребует много времени и денег. Но даже при этих условиях существовал высокий риск летального исхода. Хозяин Банни спокойно выслушал Элли и попросил собаку усыпить. Я услышала его слова через трубку телефона и закусила губу, чтобы не закричать в ответ: «Пожалуйста, хотя бы попытайтесь, пожалуйста, найдите как-нибудь пару тысяч долларов и попытайтесь, ведь ваш трехмесячный щенок может выжить», — вспоминает Элли. Мужчина не был готов бороться. Разговор был окончен. Но, глядя в несчастные глаза страдающего от боли щенка, ветеринар, которая в тот день уже провела 2 эвтаназии, просто не смогла решиться на 3-ю. Она снова позвонила владельцу Банни и уговорила его отдать ей собаку, чтобы хотя бы попытаться спасти ей жизнь. И тот согласился. По словам Элли, первая ночь с собакой была ужасной, как, впрочем, и многие остальные. Банни мучился от судорог и конвульсий, и девушка не могла оставить ее даже на минуту. Каждые 2 часа собаке нужно было ставить капельницы и делать уколы. Будь она человеком, она бы уже была в реанимации в окружении врачей и медсестер, обеспечивающих пациенту круглосуточный уход. Но в этой ситуации у Банни была только Элли и ее верный супруг, который тоже полностью включился в работу. Конвульсии длились около 10 дней. У Элли разрывалось сердце, когда она видела мучения щенка. Она спрашивала себя, правильно ли она сделала, продлив жизнь собаки, шансы которой таяли на глазах. Но сама того не желая, девушка все больше и больше привязывалась к своей подопечной и всем сердцем хотела, чтобы она выздоровела. Спустя 10 дней появился лучик надежды. Банни слабо зашевелила лапами. Элли решила, что если столбняк до сих пор ее не убил, то он ее уже не заберет. Но оставался риск вторичных осложнений, например, пневмонии или инфаркта. Еще через 2 недели врач уже точно знала, Банни не умрет. Девушка была на грани физического и эмоционального истощения. Она по 11-12 часов работала в клинике, а дома ухаживала за Банни, забыв про сон. Лечение не прекращалось ни на 1 день. Щенку нужно было регулярно вводить антибиотики и другие препараты. Элли кормила собаку с помощью шприца, делала ей массаж и занималась ей лечебной физкультурой. Девушка как могла поддерживала щенка и ласково гладила его, хотя и знала, что парализованная собака не чувствует ее прикосновения. Медленно, но верно, Банни начала возвращаться к нормальной жизни. На 18-й день она попробовала встать, но сразу упала. На 20-й день она сделала еще несколько попыток, и хотя подняться ей так и не удалось, собака не сдавалась. Только спустя 3 недели после того, как Элли забрала Банни домой, питбуль сделала свои первые шаги и даже завиляла хвостом. Выздоровление идет медленно, но Банни будет жить. Бывший хозяин собаки разрешил Элли оставить питомца себе, и, по словам девушки, это стало лучшим подарком, который она когда-либо получала. Щенок пережил страшные времена и выстоял, как его спасительница, для которой случай Банни стал самой большой победой в жизни. Оставайтесь всегда людьми.